Под улицей, по которой прямо сейчас едут машины, ползет штука размером с положенный на бок небоскреб. За смену она вынимает из-под города до 1500 тонн грунта, а наверху этого почти никто не замечает. Люди стоят на светофоре, открывают кран на кухне, спускаются в подземный паркинг, и асфальт под ними не проседает даже на сантиметр. Вот это во всей истории и есть самое странное. Если тихо выгрести из-под живого города 1000 тонн земли, по любой нормальной логике над пустотой должна просесть дорога, а в дыру должна хлынуть вода. Грунтовой воды под городом обычно хватает с избытком, но дорога стоит, вода не льется, и тоннель через год спокойно возит поезда. Как так выходит, я и хочу разобрать. И ответ окажется менее эффектным, но куда более человеческим, чем кажется. Машину эту обычно представляют неправильно. В голове у большинства это огромная дрель, которая просто вгрызается в землю. Проходческий щит ближе к передвижному заводу. Он одновременно режет грунт спереди, удерживает забой от обрушения, тянет вынутую землю конвейером назад, тут же собирает из бетонных сегментов кольцо будущего тоннеля, закачивает раствор за это кольцо и волочит за собой все хозяйство. Вентиляцию, кабели, трубы. Внутри стоит ровный гул ленты, которая без остановки уносит породу к хвосту. Готовая бетонная труба выходит у машины сзади, почти сразу за проходкой. Оклендский щит с именем Дама Вина Купер хорошо показывает масштаб. Режущее колесо у него около 7 метров в поперечнике. Длина вместе со всем прицепом почти 130 метров. Вес около 900 тонн. А внутри в смену работает человек 12. Не армия шахтеров, а небольшая бригада. Оператор, сменный инженер, механики, электрики, люди на бетонных сегментах и на ленте. В лучшие дни на удобном прямом отрезке без сюрпризов эта машина проходила до 32 метров за сутки. Щит далеко не единственный способ. На одной линии запросто уживаются 3 или 4 технологии сразу. Самый заметный с улицы – это открытый котлован. Землю разрывают сверху, по краям ставят прочные стены, вынимают грунт, отливают внутри бетонную коробку станции и снова все закапывают, возвращая наверх дорогу. Способ простой и надежный, но он грубо вмешивается в жизнь города, и его берегут для неглубоких участков. В крепкой скале работают иначе. Бурят сетку отверстий, закладывают небольшие заряды и откалывают породу кусок за куском, дробя каждый взрыв на микрозадержки, чтобы дом наверху даже не вздрогнул. А там, где над трассой живой город и мягкий обводненный грунт, в дело идет именно щит. Он один умеет пройти под живой улицей, ни разу ее не вскрыв. Весь фокус с несдвинутой улицей держится на передней камере щита. Сразу за режущим колесом идет герметичный отсек, и в нем специально держит давление, равное давлению грунта и воды снаружи. Вынутую землю не выбрасывают целиком, а частью оставляют прямо в этой камере, как густую пасту, иногда добавляя в нее пену и специальные составы, чтобы масса держала напор. Перед машиной получается не пустота, а забой, подпертый изнутри его же собственной землей. Заберешь пасту слишком быстро, грунт спереди поедет внутрь и сверху просядет дорога. Передавишь наоборот, землю выпрет вверх. Значит, убирать надо ровно столько, сколько машина занимает продвижением и с тем же давлением. Оттого люди наверху и не чувствуют ничего. Чтобы не забрать лишнего, в кабине без конца сравнивают две цифры. Сколько грунта реально уехало на ленте и сколько его должно было выйти по расчету на пройденный отрезок. Оператор сидит перед экранами, на которых ползут графики давления в камере, скорость, вес вынутого. Пойдет вес заметно выше расчетного, и это первый звоночек. Где-то впереди земля осыпается в машину сверх меры, а над тем местом вот-вот просядет поверхность. Тогда проходку притормаживают и поднимают давление в камере. Грубо говоря, землю все время взвешивают, чтобы поймать осадку раньше, чем ее увидят наверху. Тоннель под городом – это в первую очередь очень аккуратная бухгалтерия грунта. Толкается щит вперед не от земли, а от того, что уже построил. По кругу внутри стоят мощные гидравлические цилиндры, и они упираются в последнее собранное бетонное кольцо. Прошли цилиндры весь свой ход, машина встала. Пока в хвосте собирают новое кольцо, проходки нет вообще. Потом цилиндры упираются уже в свежее кольцо, и все начинается заново.
30 метров в сутки – это не ровное движение вперед, а десятки коротких рывков с остановкой после каждого. Машина скорее шагает, чем едет. Само кольцо собирают из отдельных бетонных сегментов. Каждый – это тяжелая изогнутая плита в несколько тонн, отлитая на заводе с точностью до миллиметров, с резиновой прокладкой по краю. Кольцо обычно набирают из 7 таких плит и одного замкового клина. И в готовом виде оно выходит шириной чуть больше 1,5 метров. В хвосте щита их по одному подхватывает механическая рука с вакуумным захватом и ставит на место. А последний, замковый сегмент, клином вгоняют между остальными, и он распирает все кольцо изнутри, пока оно не сядет плотно. Когда кольцо стянуто, прокладки сжимаются и запечатывают стыки. Один человек стоит рядом и на глаз ловит, ровно ли идет сборка. Между наружной стороной кольца и грунтом все равно остается зазор в несколько сантиметров. Сама машина шире, чем труба, которую она за собой оставляет. Этот зазор сразу заполняют раствором. Не заполнишь, и земля вокруг медленно сползет в пустоту, а осадка на поверхности все равно вылезет, просто с опозданием на недели. Раствор нагнетают буквально следом за щитом, кольцо за кольцом, без отставания. Круглый перегонный тоннель – это еще относительно простая и повторяющаяся штука. Действительно тяжелой становится станция. Это уже не труба, а целый подземный узел. 2 платформенных зала, распределительный уровень между ними, эскалаторные ходы, вентиляционные камеры, служебные коридоры, запасные выходы. Все эти объемы пересекаются под разным давлением грунта, и один щит их не соберет. Большие залы часто выбирают вручную, малыми порциями. Сняли участок забоя, тут же закрепили его анкерами и слоем набрызганного бетона. Дождались, пока бетон схватится, и лишь потом берутся за следующий кусок. Под лондонской станцией Фарингдон так прошли около километра подземных выработок на глубине до 35 метров, а сечение отдельных залов доходило до 110 квадратных метров. В таком тоннеле свободно поместился бы двухэтажный дом. Иногда порядок обратный. Сначала вручную выкапывают огромный станционный зал, а потом сквозь него аккуратно протаскивают сам щит, который на этом отрезке уже ничего не режет. Его ставят на направляющие и проводят через готовую пещеру, чтобы запустить с другой стороны. В Окленде при такой проводке в отдельных местах между машиной и стенами оставалось меньше сантиметра. 7-метровую махину в сотни тонн надо провести через подземную коробку без права на ошибку, как продеть нитку в игольное ушко. Только нитка весит как самолет. Есть у этих машин и сторона, которая им по инструкции совсем не полагается. У каждого проходчуского щита есть имя, и почти всегда женское. Это не корпоративная игра, а традиция родом из 16 века, когда горняки и все, кто работал с порохом, просили о защите святую Варвару, покровительницу тех, кто спускается под землю. Порох давно сменили машинами, а привычка осталась. По давней традиции работу и не начинают, пока машина не получит имя. Перед пуском тоннеля к порталу иногда приезжает священник, надевает поверх облачения оранжевый строительный жилет и освещает вход, а рядом ставят статуэтку святой Варвары, чтобы она приглядывала за людьми внизу. 4 декабря, в ее день, бригады на многих стройках это как-то отмечают. Имена подбирают не случайные. Машины лондонского Кроссрейла звали Филлис, Ада, Виктория, Элизабет, София. Ту Аду назвали в честь Ады Лавлейс, одной из первых в истории людей, кто писал программы для вычислительной машины. А ее тезка, другой щит с тем же именем, в 2012-м пробил последнюю перемычку под проливом Босфор и соединил тоннелем Европу с Азией. У бригады, которая годами живет с одной машиной под землей, к ней появляется вполне живое отношение. И звать ее по имени как-то проще, чем по заводскому номеру. Если вам заходят такие разборы, где за холодной инженерией все время видно людей, подпишитесь на канал. Тем, где техника оказывается живее, чем ждешь, тут еще будет много. Когда грунт совсем никудышный, мокрый песок или плывун, землю иногда просто замораживают. Вокруг будущего прохода бурят десятки скважин, опускают в них трубы и гоняют по ним охлажденный раствор соли, сильно ниже нуля. Вода в порах грунта замерзает, и рыхлая мокрая масса на время превращается в прочную и водонепроницаемую стену, почти в искусственную скалу.
полу. Внутри этого мерзлого массива уже можно осторожно копать. Метод вовсе не из области вечной мерзлоты. Его применяли в теплых Милане, Париже и Ухане. Одна деталь делает его нервным. Холод надо держать постоянно. Отключишь установку слишком рано, и ледяная стена начнет таять прямо вокруг недокопанной выработки, возвращая все в исходную кашу. Даже аккуратная проходка чуть меняет напряжение в земле, и чувствительное старое здание над трассой может просесть на считанные миллиметры. Чтобы этого не случилось, под фундамент заранее протягивают сеть тонких трубок и через них подают маленькие порции раствора. Под тем же Фарингдоном так работали с обеих сторон от машины. Впереди раствор слегка приподнимал грунт заранее, а позади убирал уже наметившуюся осадку. Под историческим домом через тонкие трубки двигают целый массив земли, и именно миллиметры решают, треснет фасад или устоит. Вся эта стройка про то, как машинами весом под 1000 тонн управлять миллиметрами. Метро чаще строят двумя отдельными трубами, по одной на каждое направление. Между ними, через равные промежутки, нужны короткие поперечные переходы, чтобы люди могли уйти из аварийного тоннеля в соседний. Щит такие перемычки не делает, их пробивают потом руками, вскрывают уже готовую герметичную обделку одного тоннеля и начинают копать в сторону второго, в необработанный грунт. Момент нервный, потому что защищенную трубу сознательно вскрывают наружу. Если вокруг вода и песок, участок сперва замораживают или укрепляют химией, и лишь потом решаются его тронуть. Отдельная тяжелая работа – это добраться до режущего колеса, когда резцы стерлись. В сухом грунте можно просто открыть люк, но в водонасыщенном песке под давлением так делать нельзя, иначе вода и грязь хлынут внутрь. Тогда переднюю камеру оставляют под тем же повышенным давлением, а рабочие заходят в нее через шлюз, как водолазы. Их проверяют на пригодность к работе под давлением, ограничивают время смены и выводят обратно через медленную декомпрессию. Иначе человеку станет плохо ровно по тем же причинам, по каким страдают аквалангисты при слишком быстром подъеме. От этой работы стараются уходить, и под особо тяжелые условия уже делают роботов, которые меняют резцы сами, без человека в камере. Работа в сжатом воздухе под землей вообще давняя. Еще в конце 19 века тоннели под реками проходили в камерах под избыточным давлением, и от слишком быстрого выхода наверх люди тогда всерьез болели, а порой и не выходили совсем. Геологию под городом более или менее можно предсказать по скважинам, а человеческую историю над ней предсказать труднее. В грунте попадаются деревянные сваи снесенных когда-то домов, старые рельсы, брошенные буровые трубы, куски фундаментов и, случается, не разорвавшиеся боеприпасы. Большой кусок стали для щита порой опаснее валуна. Камень колесо раскрошит, а металлическая свая намотается на резцы или заклинит голову. На лондонских Бонд-стрит и Тоттенхэм-Корт-роуд при проходке натыкались на неизвестные старые колодцы, забытые сваи и оставленную кем-то обсадную трубу, которых не было ни на одной схеме. На крупных стройках археологи поэтому идут почти впереди машин. На том же Кроссрейле работало больше 100 археологов примерно на 40 площадках, и находки покрывали всю историю Лондона, от доисторических времен до недавних веков. Иногда график ломает не порода, а средневековый колодец. Часто первые годы стройки метро вообще не про метро. То, что жители видят на улице, все эти заборы, вскрытые асфальт и трубы, обычно оказывается переносом коммуникаций. Под дорогой вперемешку лежат водопровод и газ, высоковольтные кабели и связь, ливневая и бытовая канализация, теплотрасса, и все это надо увезти с пути будущего тоннеля. Причем тот же водопровод нельзя просто перерезать на полгода. Рядом сначала строят новый, переключают на него дома и лишь потом сносят старый. Веселее всего в старых городах, где архивная схема показывает трубу в одном месте, а в жизни она лежит в стороне. А порой под землей находят коммуникации, которых нет ни на одном чертеже. Получается почти абсурд. Щит еще даже не заказан, а стройка метро уже который год перекладывает чужие трубы. Кое-что в метро сделано хитрее, чем замечает пассажир. На некоторых линиях путь между станциями идет не ровно, а слегка горбом. Станцию ставят чуть выше середины перегона. Поезд, подъезжая, идет в легкий подъем и сам теряет часть скорости, а отходя от станции, катится под уклон и легче разгоняется. Часть энергии торможения так превращается на время в высоту, а высота потом помогает разгону. В строительных нормах Сингапура для щитовых линий такой профиль закладывают прямо, а желаемый подъем между станциями указывают порядка 6 метров, где это позволяет геология. Само собой, пересечения, уклоны
машины и та же вода нередко оказываются важнее экономии энергии, и горб выходит не везде. Сама машина после работы часто уже не возвращается на поверхность. Вытащить ее целиком дорого и не всегда возможно. Поэтому щит либо разбирают в станции и поднимают по частям, либо оставляют стальную оболочку под землей, замуровав ее в специально подготовленной камере. Оклендскую машину после первого тоннеля разобрали, по частям перевезли назад к старту, снова собрали и пустили на второй тоннель. А когда и он был готов, ее опять разобрали и отправили изготовителю, чтобы годные части пошли в дело заново. Так гигантская машина ценой в десятки миллионов оказывается по сути дорогим расходником. Мало кто связывает с метро еще одну вещь. Главный продукт проходки – это не столько сам тоннель, сколько огромный поток вынутой земли, который надо каждый день куда-то девать. У Кроссрейла набралось больше 7 миллионов тонн грунта, больше 98% пустили в дело повторно, а около 3 миллионов тонн лондонской земли увезли на побережье и сделали из них заповедные угодья для птиц. Причем около 80% всех перевозок выполнили по железной дороге и по воде, чтобы не гнать через город лишние тысячи грузовиков. Так, побочным итогом стройки метро под Лондоном стал новый кусок дикой природы на морском берегу. Когда тяжелая проходка позади, метро готово в лучшем случае наполовину. За ней идет огромный этап, которого с поверхности не видно совсем. В тоннель кладут бетонное основание пути и рельсы, тянут контактный рельс и высоковольтные кабели, ставят сигнализацию, вентиляцию, эскалаторы, лифты, платформенные двери. И все это надо не просто включить по отдельности, а свести в одну систему и проверить на самом плохом сценарии. Инженеры моделируют пожар и смотрят, увидели ли его датчики, ушел ли дым в нужную сторону, включились ли именно те вентиляторы, что надо, сохранилось ли питание, перешли ли двери и эскалаторы в аварийный режим. Между торжественным моментом, когда щит пробивает стену станции, и первым пассажирским поездом нередко проходит еще несколько лет. Про воду ответ выходит честнее и куда менее геройский. Полностью сухой тоннель – это идеал, а не норма. Вода находит дорогу через микротрещины, через стыки колец, через вводы кабелей, через места, где новая линия примыкает к старой. Запечатать наглухо десятки километров под городом нельзя в принципе. Готовое метро воду не столько не пускает, сколько без остановки вычерпывает. В нью-йоркской подземке даже в сухой день, без единой капли дождя, из-под земли откачивают около 49 миллионов литров воды в сутки. И держит этот поток сотни насосных под путями. Причина будничная. Остров под этим городом стоит на засыпанных когда-то реках и ручьях, и вода там была всегда. Насосы держат ее внизу, но работают они на электричестве. И стоит питанию пропасть в сильную бурю, как вода начинает медленно ползти в самые низкие точки линии. Поэтому каждую ночь, пока поезда стоят, по тоннелям расходятся люди с раствором и замазывают свежие протечки. Первым делом те, что капают рядом с проводами под напряжением. Тоннель над головой у пассажира держится сухим не сам по себе. Его таким держат, по капле, каждую ночь.